Итак, друзья, всем привет на канале Мото с того бока. Всех вас рад видеть, слышать и читать ваши комментарии. Если вы видели, то последняя заметка на моем канале во вкладке сообщества была обозначена как изготовление коленвалов на мотоцикл лыжи Юпитер. Ну, не совсем изготовление, а ваше мнение. То есть, нужно ли это, если нужно, то по какой стоимости эти валы будут стоить и так далее. Вот. И несколько вариантов ответов. То есть, это десятка потолок, это не более 25 тысяч рублей. Цена не важна. Всех, кто проголосовал, на данный момент там около 40 голосов от участников. Есть заинтересованная аудитория, и мне также этот вопрос очень интересен. 70% от тех людей, которые проголосовали, которых я опросил, так скажем, вот, 70%, около 70%, это люди, которые считают, что эти валы не могут стоить больше 10 тысяч рублей. Это потолок как бы для них. Вот. Я понимаю, есть устоявшееся мнение об этих мотоциклах, да, что сам мотоцикл не может стоить там 30 тысяч рублей, это тоже потолок для этого мотоцикла, неважно, то есть его состояние. А еще лучше там за пару бутылок водки где-то приобрести у кого-то. Но, друзья, тут речь не о том, чтобы мотоцикл кое-как там передвигался, да, вкорячить туда китайские валы, например, за 3 рубля, которые разваливаются и тащат за собой картер. В принципе, ребята, как хотите. Я по некоторым причинам даже отказался одно время заниматься ремонтом двигателя, потому что банально нет запчастей. Основной притык — это коленвалы. Все остальное там мало-мальски можно найти, как-то отреставрировать, и мотоцикл будет ездить. Но ремонт, хороший, качественный, капитальный ремонт, он не может производиться с помощью таких запчастей. Этот мотоцикл, который будет собран из Китая и из китайских запчастей, ну, это просто вариант, он у вас стоит где-то в гараже, пришли друзья там к вам, вы его все прекрасно отреставрировали, навели губки, покрасили, восстановили хром, но двигатель не будет ездить. Если вы отъездите на таком двигателе, который практически полностью из китайских запчастей собран, ну, хотя бы за сезон там 4-5 тысяч рублей, вы поймете, что он загремел опять, и как бы печально. Ну, я еще раз повторюсь, основной притык — это коленвалы, потому что там можно и даже поршни какие-то советские найти, где-то там покупаются новодельные поршни хорошего качества. Я не знаю, я их не ставил, я их лично не эксплуатировал. И заказчики, которые обращались по ремонту мотоциклов, удавалось как бы восстановить на советских запчастях все это дело, начиная там от корзины сцепления, дисков. Но еще раз, речь о валах. Итак, поставить китайские валы, там меньше всего получилось процентов ответов. Я согласен полностью, даже не собираюсь как бы восстанавливать, ремонтировать двигатели на этих китайских валах по одной простой причине. Это брак, он идет сразу как брак. Я покупал специально несколько в разных фирмах, несколько вариантов этих китайских валов. В общем, получается так, что по посадкам, по геометрии, ну, давайте все по порядку. По посадкам подшипников на коленвалу там все в порядке. То есть, вот, материалы изготовления, из которого делаются валы, это сыромятина абсолютно. Если вы возьмете даже там бронзовый какой-то молоток, ударите по щеке, на щеке остаются следы. Вот, это раз. Второй момент, то, что эти валы совершенно не держат свою геометрию. То есть, вот эти вот блины, они очень легко меняют свое положение относительно пальца, нижней головки шатуна. То есть его можно просто, я говорю, ударить слегка, то есть там, не применяя какую-то дюжинную силу, и валы просто смещаются. Это второй момент. Третий момент, наверное, касаемо той тенденции, той как бы статистики, которая собрана мною лично, и завариваете вы там палец, не завариваете, ну, это все не работает, не держит.
Вот, это что касаемо китайских валов. Дальше. Кто-то пытается найти советские валы, перепрессовать их и ездить. Есть литература, в которой написано, что, ну, и из опыта, опять же, из литературы, юпитерские валы, они, в принципе, ну, не предназначены для перепрессовки шатунов, потому что вот эта вот щека, ее толщина, она очень маленькая, в которую палец запрессовывается. И зачастую, когда вот вал разбирается, вал под перепрессовку, появляются задиры в этом месте, и бывает даже такое, что происходит какая-то диффузия металлов, и вот этот палец нижней головки шатуна, он за собой вытягивает часть металла из посадки. А так как щеки у нас там не каленые, вы все знаете, что на импортных валах современной техники, да и не современной, там 80-х годов, у них вот это вот отверстие под палец НГШ, оно с помощью ТВЧ оно закаливается, и посадка там очень такая хорошая, натяг. Юпитерские же валы можно распрессовать с помощью болта каленого там и гайки. Ну, в тисках 100% они распрессовываются, вот, с не очень большим усилием. Поэтому перепрессовка это возможно, но раз на раз не приходится. То есть, когда там, например, человек двигатель отдает в ремонт, я его предупреждаю сразу, что если коленвалы советские, он хочет их сохранить, их ни разу не перепрессовывали, то вариант перепрессовки не всегда возможен, потому что вот вследствие вот этих вещей. Ну и потом, когда вал собирается, да, на заводе собирался, будем говорить в прошедшем времени, когда вал собирался юпитерский, да и не только, там и Ява, Чизеты, все эти, абсолютно одна технология была, то есть вал собирается предварительно черновой, а полностью я вам не буду сейчас рассказывать, как это делается, но оконечный процесс, это когда вал уже собран с шатуном полностью, вот эти вот цапфы, на которые подшипники одеваются, они шлифуются в размер. То есть подгоняются, чтобы они были как бы на одной такой виртуальной оси. Вот. И когда вы распрессовываете, вставляете новый палец, спрессовываете обратно, у вас неизбежно вы не попадете никаким образом, даже вот там какие-то кондукторы используя и так далее, вы не соберете вал, как он был. И это не касается расположения щек, да, относительно пальца НГШ. Это касается именно того, что палец будет по-другому садиться в щеки и так далее. Даже если сохранится хороший натяг, валы не всегда получается попасть потом в нужное биение и так далее. Кто-то ответил, что готов потратить любую сумму. Я в принципе того же мнения. То есть, вот, например, у меня есть мотоцикл, да, Юнкер. Я хочу его собрать хорошо и качественно. Я могу это сделать, я умею это делать. У меня есть все необходимые инструменты. Но как я его соберу, не имея хороших запчастей, да? То есть валы, например, в этот двигатель можно долго и упорно искать, что не один раз уже я проходил через это, собирая двигатели для, ну, каких-то по заказу. Получается так, что все есть для сборки, и притык там, например, в этих валах, и все. То есть приходится там неделями искать все, вот, что здесь, например, Москва, ближнее Подмосковье, плюс 200 километров, давным-давно уже разобрали. То есть все хорошие ценные вещи какие-то кто-то выкупил, кто-то себе, у кого-то остались они про запас. Вот. Получается, что ищешь, в принципе, просто доноров под перепрессовку. Но когда ты ищешь доноров, получается, что сам вал надо хорошо тщательно подбирать. А валы, вы знаете, да? Сейчас я, чтобы не быть голословным, у меня тут, я тут ездил с коленвалами от мотоцикла. Вот вал, например, юпитерский, да, чтобы вам было понятнее. Вот. И вот я, например, приезжаю к человеку и говорю, вот валы, хочу посмотреть их и так далее. И вот начинается, значит, эта возня, вот это вот положение, вот этот цап, да, на котором маховик здесь скрепляет у нас два вала. Вот, обязательно там первую проверку нужно смотреть вот эту посадку, потом эта посадка подшипника. Далее, например, там состояние, то есть насколько вал визуально кривой, это тоже важно.
Потому что бывает даже, что ушлые ребята, они просто берут там 2 разных блина вместе соединили, как бы и пойдет, кто-нибудь докупит. Вот. Второй момент, то что валы должны быть обязательно парные. Вот это вот посадочное место под маховик, оно делится на 3 размерных группы. Я много раз это говорил в видео, но еще раз повторюсь. Вы же не смотрите, да, мои старые видео, вот я вам повторю. Вот эта вот посадка, она до 3 микрон идет. То есть 3 микрона это 0,003 миллиметра, то есть 0,003 миллиметра. Это заводские допуски, не я их придумал. Пожалуйста, ребята, ставьте там напильником, наждачкой проходите. Я не делаю так, я сразу говорю. Вот. Потому что это все фигня. Маховик не обожмется. Если вы будете под хвост поддавать такому мотоциклу, который наждачкой одна там цапфа затерта, вы там чем-то промерили подшипником или там маховик, вот он уже одевается. Ребят, пожалуйста, собирайте, это ваше право. Я так не делаю. Даже на вот эти вот китайские валы, которые продаются, у них тоже есть разбег по цапам, и там конкретный. Советские валы реально выдержано, то есть там, ну, по саметрам, если мерить, вполне там, ну, до 5-6 микрон попадает. То есть, к примеру, вот вал, да, он предпрессован под USS, это минские шатуны, всеми любимые. С ними тоже проблемы, то есть с этими шатунами, они не всегда, у них выдержана головка НГШ. Получается, что собираешь вал, он в картер не лезет. Ну, короче, целая история с географией, с этими валами. И еще раз, основной притык при сборке это все-таки валы, чтобы хороший качественный двигатель не гремел, все работало хорошо. Первый этап это сборка низа двигателя. Потом уже там разбираться с поршневой, поговорим отдельно, я сделаю видео. Вот. И далее, что мы имеем? Получается, что для хорошей качественной сборки мотоцикла нам нечего делать, как искать валы, что-то там. Итак, про коленвал в общих чертах я вам объяснил. Да? Это есть литература, там можете почитать более подробно, как это все должно быть. Просто обычно собирают Юпитер, кто-то просто ездит, да, чтобы он хорошо, качественно работал. Вот эти вот все посадки, все натяги подшипников, вот эта вот ось, как бы воображаемая ось, которая проходит через 2 вала, через маховик и через картера, вот, она должна быть как можно идеальнее проходила, то есть через 2,5 картера, через 2 крышки, через 2 вала. Вот от этой точности зависит работа двигателя. Чем точнее это собрано и как бы изготовлено на заводе, это можно все проверить, изготовить скалку, протащить там через посадочные крышки, вот эти вот кривошипов, через левую половину, правую половину. При необходимости это можно обварить, пройтись, проточить вновь относительно еще плоскости посадок цилиндров. Это вообще будет идеально. Двигатель очень хорошо будет работать. Вот. Эти работы можно выполнить, не проблема, как бы, и было какое-то одно видео на канале. Добавьте сюда, значит, кривые валы, а кто-то ставит еще и разные крышки коленвалов, а то и половины, и вот эта какофония начинается в работе двигателя. Я даже вот, ну, я просто прошел через это все, я не хочу такие даже слушать, как этот двигатель будет работать. Поэтому есть принцип, делай хорошо, а как бы фигово оно само получится. Если вы будете стремиться делать изначально как бы авось как попадет, то и на выходе у вас по результату будет еще хуже, чем вот это авось как попадет. Вот. И вы должны понимать, то есть, что вы хотите. И есть там вторая группа, это, то есть, там до 25 тысяч рублей. Не знаю, я не считал, мне просто было интересно вот мнение аудитории моей, кто меня смотрит. Ну, трудно сказать за 25 тысяч рублей, мне кажется, можно только один вал изготовить. И тут вопрос уже встает о третьей группе людей, которая проголосовала. Их, не сказать, что меньшинство, но я тоже в эту группу вхожу, где написано, что как бы не важна стоимость вала. В принципе,
это группа людей, которым не важна, и я туда вхожу. Вот я собираю сейчас двигатель, да, я хочу собрать двигатель, который бы ездил и доставлял мне удовольствие. Я не хочу туда лазить каждый год, менять валы, например, или, скажем, ехать, и там я слышу, что начинает прогрессировать стук валов, там происходить еще что-то, или ставить китайские валы и ждать, пока все это дело размолоть. Если мотоцикл на документах, он оформлен, вот, это уже как бы цена 100 тысяч плюс. Если вы посмотрите рынок сейчас советских мотоциклов, Юпитера конкретно, там это без коляски мотоцикл в живом состоянии. Я не слышал, как они работают, но рынок такой. Да, выглядят они хорошо, нарядно, все четенько, все, тут вопросов нет. Малярка работает, благо там красить бака и пару бардачков. Вот, и я не хочу, то есть, ехать и думать, заклинит у меня вал, развалится, размолотит половину картера, а картер на Юнкере, например, это водяночный картер, он еще и номерной, там на нем набит ВИН-номер, как на автомобиле, вот здесь вот, то есть, там уже идут англоязычные письменность и так далее, вот. Не хочется этим заниматься, честное слово, а собирать двигатель на заказ, например, и человеку говорить, я не знаю, что будет, тоже не вариант. Вот и получается такие вот реалии. А теперь, друзья, давайте затронем вопрос касаемо, например, покупки валов, все-таки, которые есть на рынке. Это советские под видом новых, либо в очень хорошем состоянии. Я сделал такую подборку, вот, специально. Пока я ищу, вот, ребят, кто не проголосовал, там вкладка сообщества есть, я сейчас видео вставлю. Вот, смотрите, заходите на вкладку сообщества и последняя запись, и там вот голосовалка запущена. Вот, кто не проголосовал, пожалуйста, оставьте свой комментарий под этим видео, как вы считаете, свое мнение выразите. Я читаю абсолютно все комментарии, вот, каждому человеку отвечаю всем абсолютно. Поэтому прошу вас, не трудно, у вас займет это там несколько секунд. Это не влияет на мой канал, там, на развитие и так далее. То есть мне абсолютно... Но мне важна обратная связь с вами. То есть кто действительно смотрит, кому интересно эти видео. Может быть, будет и продолжение по валам интересное. Но это так, под вопросом. Итак, сейчас посмотрим с вами, что же есть на рынке. Это вот буквально... Сегодня у нас с вами 24 сентября. И давайте посмотрим. Итак, вот видео. Смотрите, снято с публикации. Показать описание. Коленвал ИЖ Юпитер современный СССР. Новый. Цена 5000 рублей. Ну вот смотрим. Фотографии остались. Такой вот вал. Красавчик новый. Ну, я так понимаю, это консервационная смазка. Это 5000 рублей за один вал, да? Он не парный. Ну вот. Ну, может быть, он и новый, но выглядит он как будто бы в курятнике, его жизнь прошла. Вот такая вот головка шатуна. Вот. Я вот честно, например, себе, либо, ну вот вживую стоит посмотреть, конечно, я не хочу наговаривать на человека, но как-то не тянет. Вот здесь вот, смотрите, по-моему, видно, что трещина на пальце НГШ явная, то есть тут либо клин двигателя был, ну, я не вижу, что этот вал новый. Это первый вал, которые предлагают дальше. Да, вот такие вот есть на рынке. Смотрите, цена 9500. Коленвал на ИЖ Юпитер с сепаратором, без сепаратора, без пальца. Ну вот смотрим фотографию, да. Вроде бы все хорошо. Валы чистенькие, хорошие, на первый взгляд. Но если присмотреться, мы видим, что левый вал, ну по фото левый, который, вот смотрите, у него цапфа блестит, а блин черный. Причем торец цапфы, он тоже черный, да, и палец черный.
Как? Вопрос. А правый вал даже не стали заморачиваться, то есть тут и цапфы черные видно хорошо, обе причем, и так далее. Я так подразумеваю, что они покрашены. Да. Не знаю уж зачем, что там хотели скрыть. Я думаю, что есть же валы не советские, а российские, то есть последних годов выпуска. У них были блины черного цвета такого. Вот. И они, в принципе, хорошие валы, они тоже ходят. То есть в Юнкере у меня стояли такие валы. Но эти, которые на картинке, они как бы не похожи, честно вам признаюсь, из опыта. Не знаю, что за валы, почему они покрашены в краску. Вот. 9500. Дальше. Вот еще вариант валов. Вот. 17 тысяч рублей, да? Прикольно. Дальше. Коленвал Иж Юпитер СССР новый. Коленвал человек пишет. Так. Коленвал Иж Юпитер СССР новый. Также вот там привод спидометра есть, ветровая защита, тыры-пыры. Но нас валы интересуют, они стоят 17 тысяч рублей, новые. Итак, смотрим новые валы на Юпитер за 17 тысяч рублей. Вот вал левый, который в пакете. Ёбушки-воробушки. Ну, по фото могу сказать, что он не новый. Потому что здесь явно... Но чем его мазали, если он новый? Зачем мазать таким веществом новый вал для хранения? Вот непонятно. Давайте вот так приближу. Видно, что вал с большим пальцем НГШ. То есть это с 3-го Юпитера там. Вот. Это он же. Дальше фото. Сейчас, секунду. Вот, поближе. Вот. Честно признаюсь, я не готов 17 тысяч рублей отдавать за такие валы. Даже не удаленно. То есть, если я бы приехал, там обмерил и посмотрел, но может я ошибаюсь. Если, ребята, вы считаете по-другому, напишите. Как бы, может, продавец действительно это новые валы, просто он его намазал вот такой вот вонючей грязной смазкой, чтобы дольше хранилось. Не знаю. Давайте смотреть следующий вариант. Это 17, да? Так. Смотрим. Ага, тут, значит, у нас поршневая новая Иж Юпитер 3 времен СССР. Ну, про поршневую вообще что-либо говорить, не держа ее в руках, вообще невозможно. Вот, новая она, не новая, не знаю. Ну, вот такая бумага есть у моей супруги, она там подарки упаковывает в нее. Поэтому это тоже не показатель. Вот, но не видно, что за валы. Давайте посмотрим описание. Описание. Продам новую поршневую на Юпитер 3. Поршневая времен СССР и коленвалы. Юпитер 3 тоже новые в Сельдоле. Остались даже чеки и коробки с ПСЛ-торга. Новая торг. Пересыл хоть куда. Поршневая носовок, ТРП, ТП. Вот. Почему, вопрос, владелец вот так укатаны они? Может быть, он их развернет. Ну, как вариант. Почему нет? Стоит поговорить с владельцем. Может, действительно новые валы. Ну, цена опять далеко не десятка. То есть... Дальше. 15 тысяч рублей. Вот. Написано новый СССР коленвалы Иж Юпитер. Давайте сразу описание посмотрим. Новые СССР коленвалы Иж Юпитер. Именно с первых моделей. НГШ с широким разрезом. Сами пальцы НГШ заварены. Самые лучшие коленвалы в серии Юпитер. ВГШ также имеет широкий разрез.
частично в смазке. Цена за комплект. Никогда не устанавливали. Отправка чем угодно. Авито плюс процент пишите в личку. Ну, то есть цена валов получается плюс процент доставки и так далее. Цена, значит, 15, да, ну плюс доставка. Так, теперь фото. Смотрим. Первое фото. Пальцы мы видим заварен. Один. Второй не вижу. Были, кстати, валы, вот кто не знает, вот здесь на фото видно, что палец не проварен. Были такие валы с большим диаметром пальца, но они не заваривались. Они также разбираются, ремонтируются. Такое было. Вот. Ну, вроде бы все хорошо, да? Смотрим дальше. Так. Ну, здесь тоже все в порядке. Если обратите внимание, вот тут видно, по-моему, циферка на щеке. Это как раз размерная группа. Они вот раньше вот такие с большим пальцем, они на 5 размерных групп подразделялись. Там, по-моему, 2 микрона было вообще допуск. Вот здесь то ли двойка, то ли тройка на компьютере. Я потом посмотрю более детально и скажу вам. Вот. Верхние головки на вид какие-то разные. Это то же самое фото. Вот заваренный палец. Ага, ну вот, хорошо видно, отличное фото. Вот двухрядный подшипник внизу, да, это все заводское. Вот видим, троечка у нас стоит. Вот она, чуть-чуть недобито клеймо. Вот троечка, да. Смотрим следующие фото. Вот. А здесь двойка набита, да? Так, вот это фото, это у нас получается со стороны зажигания, да, вот правая цапфа у нас под зажигание. Это третья группа валов. А вот это со стороны моторной передачи вал. Сейчас. Вот, со стороны моторной передачи здесь вторая группа стоит. То есть валы не могут быть, как уверяет продавец, никогда они не ставились. Ну, они могут быть, они не ставились, но это валы не парные. Одна вторая группа, другой вал третья группа. Вот. И 15 тысяч рублей. То есть, пожалуйста, новые валы, но они не парные. И вам придется искать пару для этих валов. Получается, ну, либо ставить как есть, если вас мало интересует эта размерная группа, если инженеры на заводе считали, что эта размерная группа в принципе пофигу, ну и собирали бы на заводе тогда как есть. Зачем эти группы тогда делать? Ну вот, друзья, и получается, да, что в принципе-то как бы есть новые валы вот такого вот качества. Но мое мнение, не держа в руках, без инструмента покупать такие валы, конечно, это кот в мешке, очень большая проблема. Одно время даже покупал двигатели в, так скажем, в собранном состоянии, которые типа ездабельные были, разбирал такие двигатели, смотрел состояние, и люди привозили такие двигатели под разбор, как донора, под восстановление, но там чаще всего нечего было оттуда доставать. И возвращаясь к вопросу о том, что десятка это потолок валов юпитеровских, изготовить полностью коленвалы, полностью, ребят, да, то есть вот почему я сперва запустил голосование, а теперь вот как бы такое видео снимаю. Просто, может быть, не все понимают, как изготавливаются валы. Но изготовить валы это серьезная проблема на самом деле. То есть, чтобы вот эта цапфа, да, она же не просто запрессовывается здесь. Она, то есть, заодно со щекой. Вот. Ширина, смотрите, какая вала, да. То есть, их надо 2. Вот. Потом сохранить соосность. Тут шлифовальный станок нужен, да. Вот. Палец НГШ, ладно, шатун с пальцем можно купить. Но вот это отверстие, оно должно быть абсолютно симметрично с этой щекой, да. И на выходе, чтобы у вас были все посадки подшипников в ноль,
там плюс-минус сотка, да, и биение, общее биение вала не превышало 2-3 сотки, мы же все это хотим, да, да плюс еще на Юпитере 2 вала, которые вот это не должно различаться в 3 микрона, и вы хотите за 10 тысяч рублей такой вал. Я тоже хочу. Найдите человека, кто согласится на такую работу за 10 тысяч рублей. Ну, не знаю. И это не работа, то есть имелось в виду 10 тысяч рублей. Это конечная стоимость валов. Вот. Ну, не знаю. А материал, из которого изготавливается. Хотя бы просто поймите, это не просто сталь 3 какая-то говнолин. Это же хорошую сталь надо брать, там делать закалку, еще что-то проводить, термические какие-то работы и все. Ну вот. Далее, например, о стоимости в это 10 тысяч рублей. Я никого не троллю, ребята, я просто, вот мы с вами разбираемся о реальностях так как бы происходящего. Вот шатуны USS, например, да, если вы посмотрите на рынке, сколько они сейчас стоят, вот добавьте в эту стоимость валов, например. Вот. Материал изготовления, работа токаря, фрезеровщика, термическую обработку, здесь резьбу нарезать, шпон-паз сделать, то количество операций просто, которые нужно выполнить, собрать валы, да, они сами не собираются, их надо потом разобрать, какие-то фальшпальцы делать, вот, собрать валы, вот. Еще раз, оставьте свое мнение под этим видео, мне действительно это важно, вот, и в дальнейшем, проработав всю полную информацию от вас, от вашего мнения, будет зависеть, как мы будем поступать с этим. Стоит ли дальше продолжать эту тему, какую-то интересоваться этими вопросами, или все оставить как есть. То есть, даже не знаю. Ну, пока все, друзья. Благодарю, что досмотрели до этого момента. Подписывайтесь на канал, оставляйте комментарий. Я буду очень рад и признателен вашему мнению. А вам всего доброго, ровных дорог и не ломайтесь. Пока.